Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 10 по 16 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Последняя, наверное, неделя перед сменой лунных узлов. И лунные узлы меняют ось, как раз входит 18 в ваш знак. Ось получается у нас между вашим знаком Овном и знаком Весы. И это для нас немножко будет как будто перепрограммировать всю жизнь. Словно, знаете, вот реальность наша какая-то, она может, преломляться своего рода. Могут выйти вопросы на повестке дня, те, которые как будто тянутся из прошлого. Вот что-то мы должны будем завершить. Но, безусловно, ваш знак – это всегда какая-то решимость, и это то, что я могу сделать. И у кого-то могут, особенно с учетом полнолуния еще в Козероге, которое тоже где-то оказывает влияние в эти дни, или, может быть, где-то в эту неделю. Это вообще спокойный период жизни, так, прогнозируемый астрологически. И для кого-то из вас в спокойном состоянии, может быть, завершить вот своего рода кармические уроки или окончательно, может быть, решить те вопросы, расставить какие-то точки в том, что уже какое-то время мы решали или прикладывали куда-то усилия. Давайте узнаем, что думают карты. Конечно, мы будем реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений, но я надеюсь, подсказки какие-то будут. Что думают карты Таро? Давайте узнаем. Для вашего знака неделя. Теоретически спокойная неделя должна быть. Итак, что важно знать? Чего не избежать или неожиданности с 10 по 16? Чему сейчас не время? А что нам будет помогать? И по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес, посмотрим энергии. Что у нас будет по денежкам, финансы? Ну и личная жизнь, как видят карты. Что важно знать? Можно дальше не смотреть. Правда, все то, что я сказала, мы тут не то что какие-то вопросы из прошлого. Да мы тут горы можем свернуть, мои дорогие овны. Вы уж точно. Ну, горы оставим на месте, потому что у нас карта манипулятора. И предполагается, что мы, знаете, не продавливаем свое мнение. Точнее, мы его должны продавить, но сделать это, знаете, элегантно, красиво, незаметно, чтобы никто не догадался. Быть серым кардиналом, победа интеллекта над грубой силой. И молодой человек в этой колоде, посмотрите, палкой заставляет льва подчиниться. И лев – это прообраз, нашего эго. Это когда будет желание настоять на своем, или, может быть, мы уже 150 раз что-то объяснили, и на 151 нас не поняли. И вы представляете, нужно сдержаться. Уже когда хочется крикнуть в голос или кулаком по столу, а надо вот так вот в 151 объяснить и перекрутить эту ситуацию так, как нужно нам. Вот такими мы должны быть манипуляторами, и тогда... Да нет ничего невозможного по этой карте. У вас сильная позиция на эту неделю. И правда, что бы вы тут ни задумали, да, обладая вот такой дипломатией, очень полезной дипломатией, совершенно в других энергиях, не в таких, которые вам больше свойственно. Здесь именно мы подавляем свою какую-то первую реакцию, когда именно мы вспыхнуть словно можем, да, или... когда хочется, уже, может быть, и предпосылки какой-то ситуации тоже существуют, когда, просто терпение вот-вот лопнет, а все равно придется сдержаться. И тогда мы тут действительно своего рода горы свернем. Давайте чего не избежать. Какая-то личная жизнь у нас может быть связана с сообщениями от наших близких, если мы, допустим, с ними на расстоянии, или, может быть, у вашего близкого человека чаще супруги проходят, или, может быть, ваши отношения не оформлены, вы живете вместе, и будут тоже какие-то либо новости, либо какое-то взаимодействие, либо просто тема, вопрос, который вы будете обсуждать. Или это для кого-то из вас хорошие новости, может быть, предложение, может быть, руки и сердце. Вот запросто такое тоже может быть. Может быть и так, что с учетом планетарных событий люди из прошлого, может быть, прежний какой-то экс-супруг или супруга о себе напомнит.
и у вас все равно сильная позиция. Овен может все обернуть так, как хочет он, но благодаря какой-то дипломатии. Но надо сказать, что сама-то по себе карта, чего не избежать. Не избежать все-таки каких-то приятностей, потому что она, ну, больше позитива несет в себе эта карта. И по королю кубков это у нас ось отношений или отношений в паре, или вообще, может быть, взаимодействие с миром и финансы. Вот как минимум две вот эти составляющие или две сферы могут в течение недели выйти на первый план. И тогда вы порешаете много вопросов или таким образом в том фарватере, в котором вы захотите. Чему сейчас не время? Холодности, когда мы настаиваем на чем-то своем, когда мы пытаемся, знаете, докопаться до сути, или говорим: нет, вот ты мне скажи, ты мне объясни, давай разберемся, или у меня там 150 тоже фактов есть, я тебя сейчас быстро припру к стенке. И когда мы что-то доказываем, может быть, мы и знаем какую-то истину, ну, значит, мы ее не афишируем. Вот немножко быть вот этим манипулятором, а может быть и немножко, нам совершенно необходимо. Может быть и правда-то где-то за нами, но сказать, что мы ее доказываем или как-то даже демонстрируем, я не могу. Более мягкие энергии в этот период и для вашей же пользы, и для вашей сильной позиции в них оставаться. Что нам помогает? Закон помогает, традиции помогают. Помогает, когда мы кому-то 151 раз объясняем, буквально, потому что карта Иерофант – это карта учителя. Может быть, вам придется буквально кого-то учить. Учить тому, как увидеть ситуацию, какова она есть на самом деле, как не терять присутствие духа, правда, это по вам очень проигрывается, мои дорогие, как решать какие-то вопросы, решать вопросы в высоких инстанциях, действовать буквально своим каким-то примером, такое тоже может проиграться. Но и помогает, когда мы действуем по закону, конкретно, знаете, вот не нарушаем в каких-то даже мелочах. Когда мы, к примеру, оформляем отношения документально, у кого-то венчание, как предложение, как минимум, может пройти, почему нет, у кого-то получение новой должности, или когда мы стремимся, в принципе, к какому-то статусу или уделяем внимание, меняя наше окружение на людей более таких, кому мы можем доверять, и тех людей, которые тоже обладают какими-то полномочиями, нам это все помогает. Тут сама по себе проходит смена статуса. Посмотрите, у вас два старших аркана, да? И вот что нам, в принципе, чего не избежать, каких-то радостных событий, это точно, которые будут связаны либо, опять же, повторюсь, взаимоотношения, или это может быть взаимоотношения даже по работе, и если по Иерофанту получение мы говорим нашей должности или каких-то возможностей, когда мы увеличиваем не только наш собственный статус, но и вторично финансы на последующий период. И Иерофант нищий не бывает. И как раз с королем кубков я говорила, тут взаимоотношения и деньги. Где-то вот так, материальная, как минимум, составляющая. Но и еще нам будет помогать, если мы будем учиться на опыте других, где кто какие грабли нашел. То есть, если у нас стоит какая-то задача решить тот или иной вопрос, мы видим, пошли в одни двери, не получилось, значит, нужно не доказывать что-то, даже если вы правы, а может быть обратиться к опыту кого-то другого, каким образом он решил эту задачу или подобный вопрос, что-то проанализировать и грамотно сманипулировать. И тогда опять же у нас будет так, как мы хотим. Давайте посмотрим дела, работы, бизнес. Ну, видимо, правда, если есть на повестке дня какие-то вопросы, вы их решите. Это у нас паж кубков, поэтому какие-то приятные новости. И здесь у каждого по-своему. А для кого-то из вас это просто карта как предложение какое-то, либо по работе, либо по бизнесу, либо, может быть, и в личной жизни предложение, но вы документы будете оформлять или к чему-то готовиться, или детей к чему-то готовить, или решать какие-то вопросы, связанные с вашими детьми. Или буквально к нам приходит какая-то новость, и она для нас открывает какие-то перспективы. И значит, как будто по судьбе нам это. Может быть, мы две кубковые карты,
находясь в таких энергиях, которые, ну, не совсем вас, больше горячности, больше огня, больше страсти. А здесь вот такие, знаете, завуалированные, мягкие энергии. Может быть, это вы словно сломаете себе шаблон или какое-то мнение, позволите увидеть вас, даже пусть это работа касается какой-то, увидеть вас с какой-то другой стороны. И кто знает, может быть, это вот как раз вам вторично тоже сослужит хорошую службу. Может быть, вы обзаведетесь таким человеком, как хорошим, добрым другом. И ведь это тоже может быть в последующем, может быть, вы даже ваши отношения переведете на другой уровень. Но есть, безусловно, когда нам вот эта лояльность к миру помогает. Что у нас по финансам? Любой вопрос решить. У нас выпадает не крупная тоже карта. Здесь у нас выпадает, правда, рыцарь жезлов. И здесь проходит несколько позиций, как скорость, быстрая наша реакция и новость. Значит, могут приходить по поводу финансов как и новости, так и будут возможности что-то решить, что-то оформить. Или, может быть, увеличить свои заработки. Или рассмотреть как вариант новой работы с какими-то другими заработками. Конечно, это может быть и возможность что-то приобрести, почему нет. Причем достаточно серьезные какие-то могут быть покупки с учетом карты Иерофант. У кого-то касаемой недвижимости. И, скорее всего, куй железо пока горячо, нам говорит эта карта. Значит, мы можем в целом решать свои вопросы финансовые благополучно, если мы быстро откликаемся на что-то, или воспользуемся каким-то моментом, или буквально куда-то поедем, или если к нам человек приезжает, значит, тоже какое-то взаимодействие. Скучать будет некогда. Но всегда по этой карте есть своего рода азарт, хорошее настроение и когда больше позитива. То есть для нас так или иначе какой-то финансовый вопрос улучшится. Или мы можем кардинально что-то изменить. Все зависит от тех задач, которые вы ставите. И с учетом двух карт, как и сила, так и Иерофант, правда, тут как бы уже нам сказали, что нам помогает. Финансы будут, но, видимо, какое-то либо продолжение, либо развитие. В личной жизни. Люблю эту карту, тройка жезлов. Это 5 минут до старта. Правда, какая-то поездка у вас явно состоится. У кого-то это может быть и в личной жизни, или кто-то из вас планирует переезд. Может быть, вам предложено, тоже может быть необходимость так сложится. И карта подразумевает, что первое, у нас все под контролем. То есть сама по себе действительно неделя, когда у меня получается сделать то, что я хочу. С другой стороны, тройка жезлов – это всегда какие-то перспективы. И стало быть, так или иначе, чем мы занимаемся на этой неделе, будет иметь какие-то продолжения. И для нас это открывает какие-то новые возможности, потому что по тройке жезлов это всегда есть элемент какой-то новизны и дальнейшего прогресса. И у кого-то это будет просто касаться, может быть, отношений. Или пусть вы даже человек семейный, вроде бы все понятно, как-то устоялось. Значит, либо тут через финансы, через вопросы, связанные с детьми, либо с вопросами по вашей работе будут так или иначе перекликаться еще вопросы личной жизни. Но это когда мы остаемся собой довольны. Мы, конечно, будем довольны, потому что у нас все как и под контролем, и где-то идет по тому плану, который нам надо. И даже если нам приходится где-то корректировать, мы тоже остаемся довольны. Нам по личной жизни вообще уже 2 карты, пусть не в этом положении на личную жизнь. Это больше про прогресс нам говорят карты. Но у вас выпадает как и паж кубков, так и король кубков. И поэтому у кого есть дети, значит, какие-то радостные новости от детей или что-то хорошо вы сумеете решить. Ну, а если касается ваших супругов, значит, ведь у кого-то и через супруга, у супруга, может быть, меняется что-то на работе. Или в его жизни мы уже сказали, что какая-то новость от него может прийти. И, значит, она тоже каким-то образом будет влиять на вашу жизнь. Вы тут так немножко заодно. А для тех, кто один или одна, есть вариант вот построения такого союза надежного и на долгое время. Перекладывайте на себя и будьте счастливы.